Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровление. Я Александр Закурдаев, ученик и соавтор Немувакина. Надеюсь, вы уже подписаны на наш канал. Не забывайте ставить лайки для расширения аудитории зрителей, которые желают больше знать о Немувакине и о его вкладе в космическую медицину. Я продолжаю рассказывать об участии Немувакина в создании космической больницы. Немувакин также предложил метод кардиосинхронизированного воздействия на сердечно-сосудистую систему по принципу наружной контрпульсации. Звучит очень сложно. Этот метод можно было использовать в лечении больных с нарушением гемодинамики, например, при инфаркте, массивной кровопотере, шоке и тому подобное. Для применения метода был создан безразмерный костюм. Он быстро надевается на человека, закрепляется шнуровкой, подключается к системе наддува, это специальный насос создает компрессию, и со скоростью распространения пульсовой волны происходит прокачка. На фотографии показан комплекс аппаратуры для наружного кардиосинхронизированного воздействия методом наружной контрпульсации на человека. Человек лежит в специальном костюме, состоящем из секционированных манжет. Аппаратура прошла клинические исследования в отделении реанимации и институте имени Склифосовского и показала очень хороший результат. При остром инфаркте больного поддерживают лекарствами, быстро надевают костюм, подключают к этой системе и через 5-10 минут восстанавливают систему кровоснабжения. Сердце при этом отдыхает, работает только вся периферическая. Таким образом, излечивали больных, которые могли умереть. Принцип работы наружной контрпульсации основан на компрессии различных участков тела. Ноги, руки, живот отдельно или в сочетании друг с другом с помощью секционированных манжет, только в определенные фазы диастола. В момент контрпульсации в большом круге кровообращения создается повышенное давление, что увеличивает объемный кровоток в жизненно важные органы – мозг, сердце, легкие, почки. Работа системы наружной контрпульсации регулируется собственным ритмом сердца по зубцу R кардиограммы. Это обеспечивается специальным устройством, кардиосинхронизатором, застроенным в него датчиком скорости распространения пульсовой волны. В зависимости от необходимости система обеспечивает режим работы наружной контрпульсации в двух положениях. Последовательное нагнетание воздуха в манжеты от верхней части тела к нижней и от нижней к верхней. В результате проведенных исследований было установлено, что эффективность наружной контрпульсации зависит от числа подключенных манжет. Чем их больше, тем выраженнее действие контрпульсации. Аппаратура для наружной контрпульсации экспонировалась на международной выставке здравоохранения 80 и получила высокую оценку. Однако распространения не получила, и это не было исключением. Причина заключалась в том, что Немувакин отвечал за изготовление аппаратуры только для нужд космоса. Ряд созданных при этом перспективных изделий прошли клинические испытания и были рекомендованы к серийному производству для земной медицины. Далее этим должны были заниматься другие организации, но у них были свои утвержденные планы производства и не было стимулов заниматься чужими разработками. Вот исключение составили фенибут и гемосорбция. О фенибуте я уже рассказал. В том случае Немувакин был заинтересован в производстве фенибута для включения его в состав бортовой аптечки. А уже затем фенибут стал востребованным практической медициной. А гемосорбция тоже получила признание, она используется и сейчас. Гемосорбция – это метод сорбционной очистки биологических жидкостей. Это кровь, лимфа, плазма, ликвор. Метод предназначался для использования только в случаях острого отравления космонавтов и для очистки организма от шлака. С помощью специальной аппаратуры у человека забиралось и очищалось с помощью специальных сорбентов 1-2 литра крови и затем вливалось ему обратно.
Этот метод является наиболее эффективным средством профилактики и лечения различных состояний, связанных с различными интоксикациями. На основе метода гемосорбции разработан способ детоксикации донорской крови длительных сроков хранения. Это имеет исключительное значение в случаях восполнения кровопотери при оказании неотложной помощи. Немувакин начинал работать с сорбционной очисткой крови с сотрудником Второго медицинского института имени Пирогова Машковым. Затем к ним присоединился ректор этого института Лопухин. Это он назвал сорбционную очистку крови гемосорбцией. Вместе они получили патенты на устройство для очистки крови от токсических веществ в 1977 году и аппарат для гемосорбции в 1979 году. Как писал Немувакин, благодаря научному и организаторскому таланту Лопухина этот метод был признан и внедрен в медицинскую практику. За эту работу Лопухин и другие ученые получили государственную премию в 1979 году. Немувакина среди них не оказалось по неизвестным мне причинам. Немувакиным вместе с авторами был создан портативный универсальный аппарат для гемосорбции УАК-01. Он был внедрен в медицинскую практику в различных медицинских учреждениях, широко используется в настоящее время. Немувакин разработал и предложил способ ультрафиолетового облучения крови в определенном спектре частот. Такой спектр бывает только при восходе и заходе Солнца. Применение этого способа позволяет восстановить энергопотенциал клеток и нормализовать любые состояния у человека и животных. Немувакин занимался исследованием влияния ультрафиолетового облучения на кровь человека с помощью созданного им прибора Гелиос-1. Этот прибор вы могли видеть в руках Немувакина в одном из первых видеороликов о его системе оздоровления. Прибор прошел клинические испытания и был разрешен к использованию в медицинской практике в 1994 году. Он предназначен для облучения донорской и аутокрови ультрафиолетовыми лучами для биостимуляции иммунитета. Аутокровь – это кровь самого человека. Гелиос-1 не предназначен для лечения какого-либо заболевания. Его применение стимулирует обменные процессы, повышает энергетический уровень естественных механизмов регуляции самозащиты. Проведенные экспериментальные и клинические исследования обнаружили широкий диапазон биологических и физиологических эффектов в организме человека после обратной трансфузии, то есть переливания его крови после ее ультрафиолетового облучения. Установлено, что ультрафиолетовое облучение крови оказывает разностороннее, укрепляющее и оздоравливающее действие на организм, в частности, противовоспалительное, обезболивающее, противоотечное, регенеративное, иммунокоррегирующее, десенсибилизирующее, антитромботическое, а также улучшает реологические свойства крови. Ультрафиолетовое облучение крови способствует общему оздоровлению и омоложению организма. Прибор Гелиос-1 был отмечен серебряной медалью ВДНХ СССР в 1987 году. Немувакин использовал Гелиос-1 в своем лечебно-профилактическом центре. Там мы с ним познакомились в 2003 году и сотрудничали до его смерти. Для использования в ветеринарной практике был разработан прибор Гелиос-2. При участии Немувакина проводились испытания по использованию прибора в ветеринарии в Премсовхозе в Тульской области и на опытной станции Академии наук Киргизии. Прибор используют для лечения коров, больных лейкозом. Как считал Немувакин, эта болезнь могла передаваться людям и особенно детям через мясо и молоко. Результаты лечения коров были хорошие. Для сельского хозяйства были созданы устройства для облучения воды и специальная машина для полива земли и растений в определенный период вегетации. Это позволяло повысить урожайность любой сельскохозяйственной культуры в 1,5–2 раза без использования минеральных удобрений. По ультрафиолетовому облучению растений и земли она через несколько лет, от 2 до 5 лет, в зависимости от состояния почвы, полностью рекультивируется. Устройство ультрафиолетового облучения Гелиос-2 создавалось и испытывалось в
в Киргизии, на родине Неумывакина, а также в племсовхозе в Тульской области. В Киргизии испытания проводились на опытной станции Академии наук Киргизии в районе озера Иссык-Куль. Там проводилось облучение растений с помощью специальной установки, установленной на тракторе. Там же проводилось облучение ультрафиолетом воды для полива растений. Полученные результаты показали, что если облучение производить в определенный период вегетации, то урожайность повышается в 1,5–2 раза без использования минеральных удобрений. Все работы по созданию космической больницы были выполнены в период с 1965 по 1981 год. В заключение напомню, что Неумывакин вместе с большим коллективом ученых в период с 1965 по 1981 годы создали космическую больницу для орбитальных космических станций. Тем самым был сделан большой и практический вклад в космическую медицину. Космическая больница использовалась на орбитальной станции «Салют-6» с 1977 по 1982 годы, а также на последующих станциях «Салют» и «Мир». В ходе проведения комплексных исследований работ по созданию космической больницы впервые были получены следующие результаты. Разработана система оказания первой медицинской, доврачебной, специализированной медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Разработаны принципы комплектации бортовых медицинских укладок с учетом конкретных программ полета. Сформулированы требования к лекарственным и другим средствам, рекомендуемым для включения в состав бортовых медицинских укладок. Определен специфический подход к созданию автономного операционного блока для космической станции и разработанных средств ее медицинского оснащения. Разработаны оригинальные методы и средства оказания медицинской помощи. Это электронейролепсия, сорбционная очистка биологических жидкостей, более известная как гемосорбция, наружная контрпульсация, детоксикация донорской крови длительных сроков хранения. Были разработаны методические указания космонавтам по оказанию медицинской помощи средствами бортовых медицинских укладок. В заключение напоминаю, что в наших книгах авторы Неумывакин и Закурдаев «Беседы о здоровье и долголетии. Медицина здоровья от космического врача» есть информация, которой достаточно для оздоровления. Они ежегодно переиздаются и есть в продаже. Вот эти книги. В электронном виде книги можно заказать на сайте, ссылка есть в описании каждого видеоролика. Также ссылки есть в правом верхнем углу изображение ролика, вот здесь. Надо нажать на значок, и они появятся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если считаете информацию в ролике интересной и полезной. Будьте здоровы, с вами был Александр Закурдаев.